мы сканируем этот поезд, и сейчас мы определим, это монстр-пожиратель или нет. Красным загорелось, и вот так это на самом деле выглядит. Ух, ничего себе. Ну что, Чич, давай рассказывай, для чего ты меня позвал в свою лабораторию? У тебя какой-то новый эксперимент или ты придумал какое-то свое новое изобретение? Ложь, ты угадал. И новый эксперимент, и новое изобретение. Два в одном. Значит, смотри, я сделал специальную программу. Сначала мы ее протестируем, а потом еще протестируем дроны. Да, помнишь, я говорил, что хочу собрать. Но я уже собрал, но я тогда хотел собрать, а уже собрал несколько дронов. Они мощные, разные, там могут сканировать. В общем, это потом расскажу. А сначала давай посмотрим видео про поезда. В общем, мы будем их сейчас сканировать. Кого честь сканировать? Поезда, что ли? Нет, Гош, видео. Ну и поезда тоже. В общем, сейчас все объясню. Значит, смотри, я сделал специальную программу, которая может сканировать видео. Ну, сначала видео мы просканируем, а потом мы совместим эту программу с дронами. И получится два в одном. Я установлю эту программу на дроны, и мы будем летать и сканировать поезда. В общем, смотри, давай сначала сразу запускаю видео. Да, я уже здесь несколько видеофайлов скачал специально для этого нашего нового эксперимента. Так, значит, смотри, Гош, здесь едет поезд у нас, и сейчас я включу эту программу, и мы будем сканировать. Так, Чич, подожди, ух ты, классный поезд. А что он везет? Это какой-то грузовой... О, Чич, а это что такое? Что ты включил? Гош, ну я же говорю, мою новую программу. Значит, смотри, мы сканируем этот поезд, и сейчас мы определим, это монстр-пожиратель или нет. О, видишь, загорелось зеленым. Значит, этот поезд нормальный. Так, включаем следующий видеофайл. А ну-ка, давай-ка вот этот поезд просканируем, посмотрим. Может, под оболочкой этого черного локомотива прячется поезд-пожиратель. Так, включаю программу, запускаю. Так, включаю настройки. Так, ну здесь уже все настроено. Программа сканирует. И нет, этот поезд нормальный. Так, дальше поехали. Следующий поезд. Так, ух ты, очень интересно. Ну, классная программа. Подожди, а как она работает? Как ты определяешь? Ну, какие-то настройки определенно вводишь или что? Объясни, как она работает. Гош, подожди, это долго объяснять. Вот, давай запустим. Вот здесь эту программу включаем на вот этом поезде. Так, она сканирует. Ну, тут очень много настроек, Гош, все так сразу не объяснишь. Я сам, если честно, немного запутался. Тихо, Гош, есть, поймали. Вот он, смотри, поезд-пожиратель. Ну или нет, это не поезд-пожиратель. Это какой-то другой монстр, вот смотри. Я отсканировал его, программа загорелась красным. Показалось, что это монстр, вот смотри. Вот так этот поезд на самом деле выглядит. Что, Чич, правда, что ли? Ну, а с виду обычный, ну, на видео это, по-моему, какой-то там обычный пассажирский, по-моему, поезд. Так, Чич, ты уверена? Это прям так, как монстр выглядит? Ничего себе. Так, ну, интересно. Ну-ка, давай-ка продолжим. Так, это что, трамвай какой-то едет? А ну, давай его просканируем. Не, Гош, это какой-то электропоезд. Ну да, сейчас. Или обычный. Ладно, его сканируем. Так, запускаю, подожди. Надо, может, еще на других настройках попробовать. Ну ладно, это потом я еще протестирую. Так, сейчас запускаю программу. Так, ну иногда программа барахлит, ну, плохо работает, иногда сама закрывается. В общем, надо ее доработать. Ну вот как раз ее сейчас будем тестировать, смотреть. Так, вот, чуть-чуть зависло, но теперь все нормально. Запускаю. Так, оп, что, зеленым Гош загорелся. Видишь, значит, этот поезд нормальный. Так, а ну-ка вот этот. Ты видишь, Гош, как раз камеры с дрона снимают, поезда. Так, а ну-ка, вот это тоже нормальный поезд, все. А ну-ка, следующий кадр. Запускаю. Так, чуть подожди, но это ты сам снимал? Ну это реальные поезда, прям, ну да. Поезда в реальной жизни. Это ты их снимал или как? Ты летал на дроне, сначала их поснимал, а теперь сканирую с помощью этой программы? Нет, Гош, не совсем. Эти файлы я не сам снимал, видеофайлы. Но с помощью программы я как раз вот их могу сканировать. То есть мы сейчас смотрим кадры с дронов, и возможно... О, тихо! Гош, сработало. Вот, пожалуйста. Вот еще один монстр нашелся. Все благодаря моей программе. Без нее мы не знали, что этот старый локомотив, который вот еле ползет по старым рельсам, на самом деле выглядит вот так. Гош, ну как? Как-то забавно, конечно, немного такой веселый монстр. Да, чисто согласен. Так, подожди, кадры с дрона. То есть, получается, ты просто нашел разные видеофайлы, которые сняты с помощью дрона. Поезда снял. То есть раньше сняли поезда на дрон, и теперь ты их сканируешь, и, возможно, да, под этими поездами прячется
Поезд-пожиратель. Ну, поезда-монстры. Так, интересно, чуть, конечно. Так, о, это зеленым загорелся, да, это нормально. Но я сразу подумал, вроде бы нормальный поезд. Так, а ну-ка вот этот посмотрим. Так, вот чуть, мне становится интересно, да, какой же поезд будет монстром, а какой нет. Так, ну мне кажется, это тоже нормальный поезд. А ну-ка сейчас посмотрим. Красным загорелся, ничего себе. Поезд монстр, ух, ничего себе. Так, Чичи, эта программа показывает, как он на самом деле выглядит, что ли? Так, ну интересно, конечно, он похож примерно. Фу, ну да, так жутковатый, конечно. Так, ну классно, так, Чичи, давай продолжим. Так, подожди, Чичи, а ты уверен вообще, что программа твоя, ну она корректно работает, правильно? А то вдруг мы сейчас что-то насканируем, на самом деле, ну это, ну не поставишь. Может она ошибки какие-то допускает? Да не, может, ну не знаю, ну может и есть какие-то ошибки, а может и нет. Ну, эти поезда мы уже как бы не найдем, но сейчас мы протестируем на своих поездах. Ну, то есть у нас в игре поезда ездят же. Сейчас мы дроны запустим и будем свои поезда еще сканировать. Так, ладно, Гош, подожди, сейчас. А ну-ка, давай-ка вот здесь, в ледах Арктики, ехал поезд, но он оказался обычным и нормальным. Так, а ну-ка вот этот просканируем. Тоже на трамвай похож такой вагон метро. Так, смотрим. Мне кажется, что это нормальный поезд. А ну-ка. Так, что нам программа покажет? Да, Гош, я угадал. Видишь? Так, Чича, ну-ка, дай-ка я попробую угадать. Я думаю, что это поезд-монстр едет. Да, какое-то место такое, похоже как раз на монстрячее логово для поезда. Сейчас он в какой-то тоннель, наверное, заедет и там превратится в монстра. Ну-ка. А нет, не угадал. Зеленый, да? Эх. А я думал, что монстр. Так, а это что за поезд едет? Так, Чич, ну это интересно, ты, конечно, нашел видеофайлы, теперь мы их сканируем и пытаемся, ну, определить с помощью программы, поезда монстра это или нет. Так, о, красным! Так, я прям чувствовал, что это, ух, ничего себе, вот так монстр. Да, интересно он выглядит. Так, а ну-ка посмотрим на него поближе, ну, покрупнее. Так, ух, прям какой-то робот-монстр, поезд-робот-монстр. Так, Чич, подожди, а что ты там говорил, что... Ты хочешь наши поезда в игре просканировать? Да, Гош, ну может программа неправильно работает, сейчас будем тестировать еще и на своих поездах. Поэтому, может, настройки как-то не так и вел, может, она просто наугад выдает. Ну, то есть это обычный поезд, а она сканирует и говорит, что это поезд-пожиратель. В общем, надо будет несколько раз... Да, точно, Гош, я не подумал, надо будет один и тот же видеофайл просканировать несколько раз. Раз 10, наверное, она будет. Но это потом я займусь уже, буду тестировать. Так, этот паровоз был нормальным. Да, буду тестировать и там уже буду определять. Ну, то есть, например, 10 раз подряд отсканировал. Если 10 раз выдает монстра, тогда уже, ну, там, как бы точно уже. А если там, к примеру, 3 раза выдала монстра, а 7 раз не монстр, тогда уже надо будет думать, ну, может, программа неправильно работает. Так, это тоже нормальный поезд. Ух, смотри, опять по снегу. По какой-то Антарктиде едет поезд, и я думаю, что это поезд-монстр. А ну-ка просканируем. Так, Чич, мне кажется, что это нормальный паровоз. Да-да-да, я думаю, это обычно... Да, я угадал. Фух, ну наконец-то угадал. Так, Чич, что там дальше у нас? Вот какой-то товарный тоже поезд, очень много вагонов. Посмотрим, дрон летит, подлетает между деревьев. Далеко он там растянулся. Сколько здесь? Вагонов 100, наверное. Так, ну мне кажется, что это нормальный поезд, не какой-то не монстр. А ну-ка, программа сканирует. Да, точно, ты прав, надо будет... О, я угадал, опять. Снова я угадал, отлично. Надо будет потом один и тот же поезд, ну то есть один и тот же видеофайл несколько раз проверять и записывать. Да, можем вместе потом провести этот учет. Хотя программа может автоматически, да? О, тихо. Тихо, это поезд-монстр. Так, вот как он выглядит, ничего себе. Так, а что, это последний вагон-монстр, что ли? А тот паровоз нормальный, что ли? Так, Чич, я не пойму. Тут отдельно, то есть, видишь, программа указывает на какой-то определенный вагон. То есть, может, в составе этого обычного поезда прячется какой-то вагон-монстр, вагон-пожиратель? Да, Гош, не знаю, все может быть. Фух, так, ну ладно, все. Посмотрели мы кадры с дрона в реальной жизни, просканировали все поезда, а теперь настало время просканировать наши поезда в игре. Гош, ну что, ты готов? Ну да, Чич, конечно же, готов. Я как раз этого и жду. Так, подожди, а ты там говорил что-то... Ну, это ты сделал программу, это эксперимент, а какое-то еще новое изобретение, или ты говорил у нас 2 в 1? Ну да, Гош, 2 в 1. Сейчас мы будем, вот смотри, я здесь уже на площадке установил дроны, ими можно управлять удаленно.
Ну, из лаборатории сейчас будем ими управлять. Смотри, значит, вот есть вот такой, их тут несколько штук, но я думаю, мы все сегодня не успеем пройти. Ну, не все, просто они не все доделаны. Возьмем несколько, выберем какие-то любые. И запустим их, на них полетаем и поснимаем поезда. И потом уже Хотя нет, подожди, да. Гош, я запутался. Да, я установил программу, да, в каждого робота. Не в каждого, по-моему, установил, да. Тут не все роботы с этой программой, но со сканером. В общем, сейчас я выберу все поезда с этой программой. Мы их запустим. То есть поезда, дроны выберу. Так, чуть подожди, да я объясню, я пока, кажется, понял. На некоторых дронах установлена вот такая программа, с помощью которой мы сейчас сканировали, ну вот, видеофайлы с настоящими поездами. И сейчас мы на этих дронах будем летать и сканировать поезда в игре, правильно? Да, точно, Гош, вот ты правильно все объяснил. Так, значит, смотри, вот такие дроны есть интересные, необычные. Я сделал, ну, я их сам там собирал в лаборатории, тоже в гараже что-то доделывал. Вот такой есть еще вот полицейский дрон интересный. В общем, сейчас, да, выберем несколько штук, ну, будем менять их там по очереди. И запустим, полетаем, поснимаем поезда. И потом вот как раз сейчас видео сохраним на мой мощнейший компьютер. И отсканируем в программе и посмотрим. Ну или, нет, ну сразу будем автоматически это делать. Да, дрон будет лететь, видеофайл снимать. Вот, Гош, давай, все, я запустил уже первый дрон. Выбрали мы. И смотрим. Так, вот. Так, ну чуть, давай тогда быстрее начинать. Давай, выбираем дрон. Да, Гош, я предлагаю для начала взять вот этот большой. Смотри, какие у него мощные турбины. Я думаю, он очень быстро летает. Давай-ка его протестируем сначала. Так, все, выбираем и полетели. Вот как раз вот там поезд. О, вот. Да, точно, вот, Гош, уже едет товарный поезд этой станции. Дрон полетел. И давай-ка теперь снимать его. И сразу видеофайлы сейчас будем загружать в мою программу. Ну, то есть там программа установлена, ну и мы на компьютере параллельно будем еще обрабатывать. Так, видеоматериал. Так, смотрим. Ну, пока что все нормально. Сейчас надо дрон, ну, полностью отсканирует этот поезд. Так, ух ты, чуть, подожди, какой-то он длинный, там сколько вагонов? Вагонов 20, наверное. Какой-то тепловоз, да. Да, точно, старый тепловоз. Так, чуть, ну, давай-ка делать прогнозы. Я думаю, что это поезд-пожиратель там прячется. Хотя, не знаю, не, ну пусть, да, будет поезд-пожиратель. Так, а ну-ка, да, включаю. Ты уже начал загружать? Так, смотрим. Сканирует дрон этот поезд. Так, что-то там не работает, мне кажется, или что? Гош, подожди, долго обрабатывает. Длинный поезд, да, и дольше времени нужно. Так, сканируем. Да, о, все, сработало, видишь, зеленым нагорелось. Да, ты, Гош, ты был прав. Это... А, нет, ты не угадал. Ты говорил, что это поезд-пожиратель. Нет, это обычный товарный поезд. Все, можно его отпускать, пусть едет дальше по своим делам. Так, ладно, Гош, выбираем следующий дрон. Какой возьмем? Может, вот этот? Давай вот этот маленький. Кстати, надо придумать для них название. Вот этот, я думаю, назову Муха. Да, Муха-цикатуха. Как-нибудь так. Это тоже небольшой такой, аккуратный, маневренный. Так, давай-ка на нем как раз и полетаем. Так, вот, Гош. Смотри, запустил я уже. И полетели. Уже наступила ночь, кстати. Да, там был у нас закат, а уже стемнело. И смотрим, электричка поехала. Так, интересно, что же это за поезд такой. Так, сейчас подожди, Стоп. Электричка, ты говоришь? Странно. Так, ну ладно, пусть дрон летает. Так, это какая-то пассажирская электричка, да, там вагоны, я смотрю. Так, стоп, подожди, Чича, электричка, а где провода? Электричка, наша, это электричество должна быть, или что это? Какая-то электричка-гибрид, что ли? Она может и на топливе ездить, и на электричестве, или как? Так, ну да. О, тихо, Гош, да, ты прав, красным загорелось. Так, вот, подожди, вот так эта электричка на самом деле выглядит. А ну-ка, ух, ничего себе. Да, какой-то странный поезд, Гош, подожди, посмотри, это какой-то поезд-монстр из будущего, что ли? Не, ну выглядит интересно. Так, ну программа показывает вот так. Вот так выглядит эта электричка. Не знаю, похоже вроде бы на монстра. Так, чуть подожди, ну полетаем, может еще раз попробую просканировать, может какой-то другой результат выдаст. Так, не знаю, ну давай попробуем. А, подожди, она заезжает в тоннель. Ну да, Гош, ты прав, вот ты сразу обратил внимание, что электричка-то, а едет она без электричества, без проводов.
Так, непонятно. Так, что, заехала в тоннеле? Нет, ну, за ней не полетим, потому что там можно врезаться в тоннеле. Лучше пусть она едет дальше. Так, Гош, давай выбираем следующий дрон, другой. Я предлагаю вот этот взять. Такой интересный. Вот такие у него эти пропеллеры. Вот так он крутиться может. В общем, удобно им управлять. И предлагаю на нем полетать по метро. Да, потому что здесь как раз много поездов, много электричек. Вот сейчас мы их и просканируем. Так, вот первая уже поехала. И дрон полетел за ней. Так уж, как ты думаешь, этот вагон, поезд, вагон, два вагона, да, метро? Это нормальные поезда или все-таки там поезда-монстры какие-нибудь? Так, ну не знаю, нет, в метро в основном у нас обычные поезда ездят, нормальные. Не, ну иногда, конечно, встречаются поезда-пожиратели, но это, хотя в последнее время редко они там появляются. Не, ну я думаю, это обычная электричка, да. Ну, я же на такой работаю машинистом иногда. Да, да и ты тоже чуть катался на ней. Да, это обычная нормальная электричка. А ну-ка, вот как раз сейчас и проверим программу. Выдаст она монстра. Если выдаст монстра, тогда чуть что-то с твоей программой не так. А нет, вот зеленым загорелось, значит все в порядке. Так, значит это электричка нормальная. Так, дрон полетел дальше. Так, чуть аккуратнее, там не врезься никуда. Тоннель в принципе широкий, но все равно сильно не разгоняйся. Да, Гошка, я как раз удаленно управляю им. Так, подожди. О, навстречу еще один поезд едет какой-то. Так, стоп, это какой-то странный. Ну давай, Гош, его сразу же просканируем. Так, запускай программу. Так, Гош, мне кажется, вот это какой-то поезд, да, точно, это странный поезд. Что-то он мне напоминает, видишь, он какой-то старый, ржавый, непонятный, 3 вагона. Так, Гош, мне кажется, это какой-то поезд-монстр заехал к нам в метрополитен. Так, а ну-ка, программа что покажет? Да, чуть согласен, поезд какой-то необычный. Так, хотя нет, смотри, загорелось все зеленым, значит нормальный поезд. Может, просто старые вагоны куда-то перегоняют? Хотя где главный состав? Хотя нет, это старые вагоны просто, да, перегоняют в депо. Так, давай следующего дрона. Вот этот возьмем. Здесь установлена программа. Так, да, Гош, вот на этот установлено. Сейчас его запустим, давай. Так, и получается, вот последний это дрон, да, 4-й уже. 4-й дрон. И смотри, вот тут какие поезда поехали. Точнее, нет, 2 поезда. Там 2 локомотива сразу, что ли, я не пойму. Так, а ну, Гош, давай сейчас подлетим поближе. Так, ух ты, смотри, сколько цистерн там. Штук 20 цистерн. Ну да, для такого количества цистерн нужно, наверное, 2 локомотива. Да нет, чуть подожди, мне кажется, тут, смотри, впереди черный локомотив, дальше обычный. А может быть, этот черный поезд, он просто захватил обычный железнодорожный вот состав этот, ну, с цистернами и с вагонами. Как тебе такой вариант? Ну давай его просканируем тогда. Посмотрим, что здесь с монстром. А ну-ка, запускаем. Так, нет, мне кажется, это черный поезд, он неспроста здесь катается. Мне кажется... О, да, точно, все, я был прав, загорелся красным, да. И вот, смотри, как он выглядит на самом деле. Фу, интересно, конечно. Вот это да. Так а что, он, получается, захватил этот поезд? Честь, надо что-то делать. Давай вылетать или как-то помогать, освобождать его. Так уж, подожди, ну не знаю, ну на дроне мы... Особо это далеко, просто мы сами не успеем добраться до туда. Давай просто сейчас полетаем, зафиксируем, где они едут, координаты и отправим в полицейский участок, пусть разбираются. Или Блейну, да, точно, Блейну отправим, он же любит как раз всех монстров ловить. Да, вот сейчас мы отсканировали, сколько у нас получается, мы 2 монстра нашли. Нашли поезд-пожиратель, ну то, что в реальной жизни, реальные кадры, то мы пока что не будем считать, потом их перепроверим. А вот у нас мы отсканировали, получается, нашли 2 монстров. Вот это черный поезд-пожиратель. Так, я записываю координаты, где он едет. И сразу же отправляю Блейну. Пусть он выезжает и разбирается, что это за поезд-монстр. Вот, кстати, и проверим. Да, если это действительно, вот Блейн приедет сейчас, проверит этот поезд. Ну, у Блейна тоже есть свои там технологии. Проверит, и если окажется правда, что это под этим черным поездом скрывается поезд-пожиратель, поезд-монстр, тогда моя программа работает как надо. А если ошибка, тогда... Ну, я Блейна предупрежду, что... Да, Блейна надо будет предупредить заранее, чтобы он сначала проверил, что это за поезд, а потом уже начинал с ним сражаться, начинал битву. Так, Гош, ну что, вот такую программу сделал. Как тебе? Да, чуть интересно.
Необычно, конечно. Так, подожди, а второй поезд это электричка, да? Но электричка там тоже как-то непонятно. Она вроде бы похожа на монстров, вроде бы нет. Да, отправь тоже координаты электрички Блейну, пусть тоже ее проверит. Так, ну что-то классно, да, ты дроны собрал и программу специально установил. Интересно. Так, можно будет еще какой-то эксперимент устроить с ними, какое-то испытание. Может, давай строим гонки на дронах или что-нибудь наподобие. Да уж точно, надо будет подумать. Так, ладно, все, теперь надо немножко отдохнуть, а завтра уже с новыми силами и за работу. Так уж, да, все, поехали, давай прокатимся по городу, посмотрим, все ли там в порядке. Значит, поехали.